Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня я для вас подготовила свое летнее легкое платье, блуза, туника. Это нечто. Вот то, что сейчас вы видите на мне. Это такое вот асимметричное изделие, которое выполнено из полупрозрачной ткани, из шифона. Оно достаточно сложное для восприятия визуального, то есть сложно понять, как оно устроено. Но на самом деле оно очень простое. Это ровное полотно ткани длиной 3 метра, 2 кнопки, пояс, и вот у нас такой интересный возникает вариант. Причем это изделие, вот я сейчас вам дам возможность его рассмотреть. Вот вы видите, со спины воспринимается костюмом. Здесь мы видим такой напуск, баллон, переходящий в рукав. Рукав у нас здесь манжет с резиночкой. Мы можем его сделать длинным, можем поднять выше. Эта модель, она на 2 кнопках. Могут быть пуговицы. И так как 2 кнопки, ее надеть очень просто. Она может быть как с поясом, так и без. Легким движением руки мы снимаем пояс, потому что, опять же, кому-то пояс подходит, кто-то не любит пояс. Ну вот сейчас вы видите вот такое без пояса звучание этого изделия. Здесь по переду 3 слоя ткани за счет такой глубокой склады, которая создает вот эффект запаха и одновременно не дает полностью просвечиваться нашему изделию. То есть как раз в нужной зоне у нас вот эта многослойность дает возможность, несмотря на то, что прозрачная ткань, вот чувствовать себя комфортно. Вот вы видите, здесь наша ткань, она просто заложена такой глубокой, широкой складой, которая дает возможность формироваться нашему платью по груди, и вот ниспадает эта склада вниз, немножко как бы уменьшаясь в своем объеме. Теперь далее сзади у нас вот 2 слоя ткани. Одна ткань заходит за другую, и вот здесь тоже как бы сзади у нас нет прозрачности за счет вот этой двухслойности, поэтому вот такая модель интересная. Здесь у нас фасон сформирован таким вот крылышком, рукавчиком, и тоже как бы все закрыто и достаточно как бы комфортно, аккуратно. Вот здесь у нас все свободно ходит. Это прямая линия, которая вот выложилась, дает форму кяре и вот таких вот интересных асимметричных рукавов. Ну вот сейчас я вам продемонстрирую нашу модель в раскрытом виде. Вот вы видите прямое полотно, которое с 2 сторон имеет внизу закругление. Вот оно. Здесь на углу одной стороны размещена кнопочка с небольшой складочкой. Вот здесь у меня защипчик такой. Я на выкройке вам покажу. Вот моя кнопочка, она пластиковая, настрачивалась. Далее идет наша глубокая склада. И вот
вы видите эту складу, и по ней вот фиксирует эту складу две кнопки. Потом следующая складочка маленькая с кнопочкой, и заканчивается все подворотиком, манжетиком с такой резинкой, с кулиской. Вот, вы видите, у меня на рукаве. Все это вот сплошное ровное полотно. У меня единственный крой осуществлялся для того, чтобы сделать закругление по низу. Полупрозрачная ткань, это тонкий шифон. Можно использовать креп-шифон, можно использовать однотонные ткани. Но в данном случае вы видите такую красивую бионическую расцветку, и она достаточно эффектная. Это платье у меня подходит и под платье туника, и под брюки, и под лосины, и различные варианты, различная может быть обувь. Но как бы расцветка, опять же, может быть любая. Может проходить купон, так как полотно у нас выкладывается по длине 3 метра, и мы можем, допустим, в верхней части разместить красивый купон, красивый интересный край. Можем по верхней части настрочить тесьму, и на которой разместить наши кнопочки или пуговички, то есть кому что понравится. Длина нашего изделия может быть различна, начиная от 75 сантиметров над коленочкой и заканчивая длиной в пол. То есть с ширины ткани, вот ширина ткани 1,40 м или 1,5 метра, мы срезали пояс и потом уже всю ширину ткани прикладывали и смотрели, какую нам лучше сделать длину. То есть нам длиннее, короче, смотрели уже от индивидуальных особенностей конкретной фигуры и пожеланий конкретного человека. Уже непосредственно, когда по схеме разберетесь, вы на себе можете заложить вот эту нашу глубокую складу, смотреть по вашей груди ее размер, и потом, допустим, дополнительно добавить 10 сантиметров вот этой длины правой стороны, как бы правого крыла от нашей склады, и смотреть, опять же, как вам достаточно, не давит или свободно, то есть уже на себе уточнить вот эти наши размеры. Сейчас мы с вами, дорогие друзья, обратимся к моей схеме выкройки. Вы посмотрите, прочувствуете эту модель, поймете все нюансы, а потом я нашу модель одену на манекен, и вы убедитесь, насколько просто ее одевать. Так, пожалуйста, посмотрим мою схему. Вот мы видим схему выкройку модели «Две кнопки». Значит, здесь наше полотно, отрез ткани длиной 3 метра. Ширина нашей модели от 75 сантиметров, может быть метр, может быть 1,30 м. Если наша ткань, к примеру, 1,40 м или 1,5 метра шириной, то выкладывается непосредственно наша модель, и снизу располагается пояс длиной 2,20 м, шириной 8 сантиметров. Это готовый вид. Соответственно, плюс припуски 20 сантиметров. Вот наш пояс. Здесь мы видим на выкройке закругленный низ,
с двух сторон. Со стороны рукава выступ 5 сантиметров, длиной 30 сантиметров. Это мой манжетик. Вот он. Здесь на манжет, на подворот предусматривалась, на вот эту кулису под резинку предусматривалась ширина 5 сантиметров, а длина 30. Резиночка у меня шириной 2 сантиметра, а длиной 25 сантиметров. Вот как раз 25 сантиметров мне достаточно для того, чтобы я могла как опустить мой рукав, так и зафиксировать его вот здесь в зоне 3/4. Вы уже по своей ручке смотрите, чтобы резиночка вам и не передавливала, но в то же время вы могли вот ее фиксировать вот в этой части руки. Значит, вот это вот наш нюанс. Нужно обязательно с одной стороны предусмотреть такую форму нашей выкройки. Это наш манжет. Теперь размещение склад. Склада начинается с угла ткани. Вот, то есть эта складочка вот здесь на складу предусматривается 8 сантиметров. То есть в готовом виде я сейчас вам покажу. Вот мой угол и вот наша склада. Вот она. То есть размер здесь 4 сантиметра. То есть когда вот склада закладывается и пришивается кнопка. Но опять же, кнопка у вас может быть любая, может быть 2 кнопочки или пуговички, то есть как вы уже захотите оформить эту застежку. Я себе подобрала такие кнопки. Потом прямая линия, вот это верх изделия, это наш перед. Здесь по переду большая склада, она шириной 54 сантиметра. И она находится на расстоянии метр от нашей первой склады. Вот первая склада 8 сантиметров, потом идет метр, потом идет 54 сантиметра глубокая склада по переду, но тут вы можете на себе скорректировать. Может быть, кому-то нужно чуть-чуть уже эту складу 50 сантиметров, может быть, кому-то шире. И, соответственно, вот эта длина, может быть, кому-то надо чуть-чуть поддобавить, а кому-то убавить. То есть здесь нужно немножко уже по себе смотреть и корректировать мою модель. Далее, от нашей склады у нас 75 сантиметров до следующей складочки. Опять же, она 8 сантиметров, и на ней будет размещаться вторая кнопка. Так, потом идет 50 сантиметров длина до нашего манжета. Все максимально просто. Вот я сейчас вам покажу. Вот это моя большая склада. Вот как раз она фиксируется с двух сторон, 2 уголочка кнопочками. Вот эти кнопочки. Так, здесь мы уже с вами рассмотрели кнопочка на краю нашей модели. Потом идет склада по переду, потом ровный участок 75 сантиметров и наша складочка, вот она закладывается 8 сантиметров, и вот здесь получается глубиной 4 сантиметра, и на ней я разместила кнопочку. Потом дальше участочек 50 сантиметров и 5 сантиметров наш манжетик. Вот все просто. В дальнейшем вам нужно будет аккуратно обработать край, или же мелким зигзагом, или же ролевым швом. То есть, что ваша техника, как вам позволит обработать этот шов. Это уже индивидуально. И когда вы по краю
пройдетесь этим вашим швом, то потом вам необходимо будет сострочить наш манжет. Вот это место, вот это и здесь, здесь будет проходить строчка, наш манжет. Вот вы видите вот эту нашу строчку, это вот здесь, в этом месте вам нужно будет сострочить. Вот мы сострочили вместе, и потом вот мой манжетик уже подвернули, сделали аккуратно, завернули подворот и вставили резиночку вовнутрь. Ну и зафиксировала вот здесь я в нескольких местах, чтобы резиночка не перекручивалась. Вот в двух местах по шву и напротив. Так, сделали пояс, обработали. Он у меня тонкий, не проклеенный. Опять же, кому хочется, может сделать, но эта модель прекрасна и без пояса. Ну все, по размерам мы с вами прошлись. Теперь я вам покажу, как эту модель одеть на манекен. Важно понять принцип, и потом в процессе вы привыкнете, и как бы большого труда не составит одеть это изделие на себя. Вот мы берем две наших кнопки по переду, по нашей складе, и располагаем их вот к низу манекена, к себе. Теперь вот этот вот край, который короткий, без рукава, я провожу под ручкой, по спинке и пристегиваю вот сюда кнопочки. Вот так вот, вот я застегнула. Первая наша кнопка, мы ее застегнули. Вот вы видите, как это выглядит на спине. Вот так под рукой прошла эта сторона. Вот здесь вот этот вот наш первый слой. И выходит на плечо. Вот, по ручке переходит и здесь фиксируется. Вот вы видите, вот этот мой слой первый. Следующий край я беру и перекрываю вот этот вот слой первый, под рукой пропускаю, по спинке вот я прошлась. Вот по спинке прошлась. Здесь на спинке образовался вот такой вот мыс по центру. И пристегиваю вот ко второй кнопочке. Все. Вот это вот таким образом. Вот эту часть я поддергиваю. Наше крылышко, оно может вот немножко приподниматься. То есть оно вот здесь вот как ложится, как вам удобно, комфортно. Вот оно нигде ничего не затягивает. И по спине 2 слоя прошло. Теперь мы приходим сюда. Вот здесь наш рукавчик. Сюда мы проходим ручкой. Вот я снимаю. Вот я вставляю ручку. Тоже очень просто. Вот это наш рукав. 3 слоя по переду. Вот они снизпадают. И 2 по спине. Теперь важный момент. Когда мы хотим одеть пояс, я сейчас вам продемонстрирую. Я вот надеваю пояс на себя, и я это делаю достаточно плотно, так как ткань, она такая скользящая, шифон. И вот у меня как бы рукав мой держится этим поясом. Но я абсолютно без проблем вот так поднимаю руку вверх, так чтобы мне было удобно, и поддергиваю сзади. И у меня получается вот такой вот красивый напуск, баллон. Вот здесь такая баска. Я абсолютно свободно себе как бы нигде ни в чем не ограничиваю.
То есть вот оно все вот так вот не спадает, воздушно. И вообще сзади вот я могу отдернуть, передвинуть. Сзади такой смотрится как костюм. Ну вот можно пояс найти ему применение. Эта модель, она также красиво работает как с поясом, так и без. Дорогие друзья, надеюсь, вам моя модель понравилась. Это одна из любимых моих моделей. Она, что называется, и в пир, и в мир. И для города, и для отдыха, и для моря на пляж. То есть многофункционально. Также я эту модель делала в разной длине для своих любимых клиентов. Мы этот принцип использовали для блузы однотонной. Это было тоже очень эффектно смотрелось с узкой юбкой, поэтому или же с брюками. Творчество безгранично. Надеюсь, вам эта модель понравилась. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Я и в дальнейшем планирую вас радовать своими новинками, своим креативом. Всего вам доброго! Здоровья, счастья и благополучия вашим семьям! С вами была модельер Владанна.